Здравствуйте, мои любимые, замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за вашу поддержку, за ваше внимание. Спасибо вам за то, что вы со мной. Тема сегодняшнего расклада. Кто из прошлого не может оставить тебя в покое? Расклад, как всегда, будет сделан по специальной схеме, состоящей из 5 вопросов. И в конце, в качестве бонуса, будет совет психолога. Советую досмотреть до конца. Надеюсь, это будет интересно, полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, любые вопросы, требующие ответа профессионального психолога, пожалуйста, присылайте. Я обязательно на все заданные вами вопросы отвечу в моих видеоконсультациях. Спасибо за внимание. Тема сегодняшнего расклада уже озвучена. Кто из прошлого не может оставить себя в покое? Ментальные нити, да? Кто до сих пор держит тебя за руку в своих мыслях? Прошлое редко уходит бесследно. Иногда мы захлопываем дверь, но человек какой-то продолжает стучаться в нее на уровне энергетики. И вы можете чувствовать это как внезапные воспоминания, может быть, сны с его участием, или какое-то странное ощущение, что за вами кто-то наблюдает через, не знаю, экран телефона, да? Кто же этот призрак из вашего прошлого, который никак не решится отпустить ваш образ? Тот, кто жалеет, может быть, о сказанном, или тот, кто затаил обиду на вас. Сегодня мы вычислим этого человека и поймем, зачем ему ваша энергия сейчас. Делаю вашу сигнификацию, девочки. Какая вы, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? В сфере недавних моих раскладов, там какая часть вас, может быть, сопротивляется вашему успеху или боится, да, вот открыться. Тут у кого-то из девочек может быть даже скрытый страх заработка больших денег. Вы этого хотите, но при этом, если у вас действительно конкретно может быть стоять перед вами выбор, вот, возможен этот заработок, да, то может быть у вас тут включается много но, и вы сами себя боитесь отпустить в это. У кого-то это срабатывают какие-то механизмы защиты, боитесь каких-то подвохов. Почему я это говорю? Потому что тут карта, с одной стороны, страх, диссонанс, финансы и карта защиты. И при этом вы расстраиваетесь, и при этом эти какие-то действия ваши, это как формируют вашу судьбу. Ну, это так, оно мне сразу вышло. То есть запрос есть на улучшение своей жизни. В первую очередь мне тут стоит финансово. То есть вам бы хотелось, может, не больше зарабатывать, а больше получать, да? Ладно, зарабатывать-то можно много, а получать... Вот тут какой-то нюанс, девочки, сразу мне подсвечиваю, что в принципе вы бы и могли больше зарабатывать. Ну, вот то ли сейчас какой-то а-ля в зоне комфорта находитесь, то ли осознанно, знаете, у кого-то может быть комплекс этого самозванца, и есть возможность зарабатывать, но боитесь, что вы то ли будете непрофессионалом в какой-то сфере, то ли действительно ответственности кто-то боится. Вот тут как-то так, девочки, тут что-то мне такое подсвечивают. Вокруг финансов очень много карт, говорящих о том, что какие-то ограничения, но это, скорее всего, ограничения, порожденные вами. Они у вас сформированы уже. Мне так идет. Первая карта характеризует вас как женщину, посланник высших сил. Очень добрая, светлая, может быть, род деятельности связан с помощью, заботой, поддержкой. Хорошая мамочка. В принципе, такой человек, который привык быть, знаете, как вам сказать, в первых рядах, если нужна помощь кому-либо. При этом тут карта женщины, которая красивая, но какая-то подуставшая, честно говоря. Подуставшая, с одной стороны, может быть элементарно, ритм жизни какой-то такой, да, сумасшедший, быстрый.
пытаетесь все схватить и ничего не упустить. У кого-то не соблюдается режим сна, отдыха. Пора отдохнуть, девочки, просто перезагрузиться, да, классными какими-то эмоциями, напитаться классными эмоциями. У кого-то как белка в колесе, уже чувствуете вот выгорание, да, у кого-то прям профессиональное может быть выгорание, у кого-то это отражается и на всем, на взаимоотношениях с близкими, ну, просто как силы энергетически как подиссякли. При этом такой нюанс, девочки, для многих говорят, вот для вас это очень важно сейчас напитаться этой энергией, подпитаться энергией, может быть, там, ну, не знаю, отдых себе устроить, детокс какой-то. Для чего? Для того, чтобы вот тут вот у вас впереди какие-то идут конкретные изменения в вашей жизни. И для того, чтобы вы в полной мере воспользовались шансами, изменить вашу жизнь, да, может быть, приняли в нужный момент нужное решение, воспользовались вот этими возможностями, шансами на полную 100%, вы должны быть энергетически заряжены, во всеоружии должны быть. Вот что-то так, элементарно объясню даже, вы можете, элементарный такой пример, вроде бы и умная, и все в порядке, и внешне стараетесь там следить за собой. Но вот эта усталость смертельная какая-то в глазах, вот это вот, может быть, недостаточно быстро сориентируетесь в какой-то момент, и даже какой-то потенциальный ваш, не знаю, там, может, какой-то компаньон, да, который будет рассматривать вас в роли вот собственно, вот, единомышленника, может, посмотрит на вас и подумает, да нет, у нее нет энергии, она при всех классных характеристиках, а она как будто бы вот это вот искры нет какой-то, да, вот, элементарно думает, она тут как бы из последних сил цепляется за, не то, что там за жизнь, за вот, как будто бы радость жизни потеряна, знаете, и, скорее всего, такого человека мало кто будет брать в какие-то там компаньоны, потому как, все преследуют определенные цели, да, мы должны друг от друга заряжаться энергией, мы должны гореть одним чем-то, общим делом каким-то, вы поняли, может, я утрирую, но я надеюсь, я донесла мысль. Вот тут что-то мне такое. Так, диссонанс. Сейчас уточню. Диссонанс в нашем случае тут несоответствие между тем, что вы хотели бы видеть, и то, что у вас сейчас. Больше почему-то мне показали финансы. Реализация. Диссонанс опять-таки. Хотели мы, может быть, одну картинку, там уже не знаю, у кого-то это карьерный рост, развитие, раскрытие потенциала. Пока, может быть, вы топчетесь на месте или тех самых каких-то свершений, квантовых скачков не происходит. Тут женщина такая, которая не хотела бы на данный момент особо сидеть в тени. Вам бы хотелось роста, развития, опять-таки, может быть, тот самый ваш потенциал, талант раскрыть. И благодаря этому отчасти деньги зарабатывать. У кого-то может именно так. Может быть, финансово и стараетесь заработать, но при этом ощущение того, что вот именно то, что во мне заложено, и благодаря чему я могла бы действительно, может быть, раскрыться, и благодаря этому же вот, и кайфовать, и деньги зарабатывать, да, монетизировать свой какой-то талант. Вот этого как будто бы не в полной мере оно не происходит. Или слишком маленькие, как шажочки. У кого-то в связи с этим какие-то страхи. Время идет, а как будто бы то ли на том же месте топчетесь, то ли не знаете, как это раскрыть. Тут смотрите, еще отчасти почему усталость. Тут карта страсти, да, Эрос, влечение, сверху карта гроб. Многие так обожглись от каких-то тут неземных страстей, от какой-то, может быть, сексуальной привязанности, зависимости. Страсти это назову так, давайте, что вы говорите, ой, мне хоть бы сейчас отойти, восстановить себя по кусочкам, не хочу я в этот момент вообще об этом думать, как-то так, девочки, тут нет парных карт, тут больше как будто бы сейчас история о том, что о вас, у кого-то восстановиться, у кого-то
элементарно определиться по поводу своей какой-то, может быть, самодостаточности, да, свободы материальной, независимости. Вот так вот. Такая ваша сигнификация у меня вышла на данный момент, девочки. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, кто из прошлого не может оставить тебя в покое? Первое, это кто этот человек, его характер, яркая черта, по которой вы его, может быть, узнаете. Так, его текущая жизнь, насколько он счастлив на самом деле без тебя? Что этот человек так не решился тебе сказать при расставании? Какой-то человек из прошлого что-то не решился сказать вам при расставании. За что он цепляется в твоем образе сейчас? Следующее. Нужно ли тебе как-то реагировать на его ментальные импульсы? Нужно ли или жить своей жизнью счастливой, наполненной, яркой? Не обращать внимания на него, да? Ну, посмотрим, что скажет. Первое. Собственно, сигнификатор этого человека. Кто это? Его характер, яркая черта, по которой ты его узнаешь. Ух ты. Что-то тут глазки завязаны у человека. Звезда, белая ворона, механизм, равнодушие, тучи. Для начала хотела бы понять, это вообще мужчина или женщина, да? Ну, это может быть и мужчина, и женщина. Прям переворачивается королева мечей. Ну, ладно. Кто это из прошлого? Какой человек? А это мужчина, я вам хочу сказать. Очень интересно. Мужчина, который к вам испытывает определенные эмоции, чувства, ну, если можно так сказать, но только они в нем как-то так медленно зреют, можно сказать, тлеют где-то, да, как будто бы до конца не отпускают, но при этом две карты противоречивые какие-то, знаете, с одной стороны туз жезлов, это по идее, ну, в прямом смысле, да, без всякой пошлости, можно сказать, его сексуальное влечение к вам, он ориентирован на вас, давайте так скажем. А при этом человек, в принципе, может гореть всем, да, вот такой быть, не обязательно импульсивный, но чем-то загораться, куда-то идти, быть даже идейным вдохновителем чего-либо, какого-либо дела, за ним могут люди идти, но при этом, может быть, в отношении именно вас он как-то так медленно проявлялся, больше был, знаете, как сосредоточен на своем заработке, на материальной какой-то вот стороне его жизни. Скорее всего, вам бы хотелось, может быть, в прошлом от этого мужчины, чтобы он был более решителен, более искренен, или уже конкретно, да, проявистый уже. А тут какой-то такой медлительный. Ну, вот у меня так идет. Опять-таки, по которой вы его узнаете. Знаете, этот человек может быть, ну, тут звезда, местная звезда, да, ну уж не знаю, там, может быть, какой-то специалист в какой-либо отрасли, к нему обращаются. Ну, у кого-то медийная личность, у кого-то человек ведом своей какой-то мечтой, идеей, и идет за этой мечтой, прикладывает усилия. Показан мне белой вороной. Ну, необычный он, то есть его мировоззрение, он, в принципе, вы, скорее всего, тоже его отличаете, выделяете из множества других мужчин, то есть уже
Почему-то мужчина с завязанными глазами. Сейчас я уточню. Механизм равнодушия тучи. Знаете, такое ощущение, как будто бы мужчина то ли работает в какой-то системе. Тут карта механизм. Видите, как маленькие-маленькие, такие как шестереночки крутятся. Он как является частью какого-то механизма, в котором может быть все налажено, приходится сосуществовать по правилам этого же общества, так называемого. Может быть, это узкий круг людей, кого-либо, уж не знаю, девочки. При этом так интересно, он остается этой белой вороной, он до конца не принимает правила этого общества. Он чувствует себя там, знаете, чужой среди своих. При этом одевает маску равнодушия, старается как будто бы вот эти вот свои какие-то там... У кого-то это элементарно часть его души кричит: я не на своем месте нахожусь, я не хочу тут быть. А сам себе, может быть, противоречит, как вступает в конфликт сам собой. Надевает маску равнодушия и говорит: меня тут многое устраивает, тут какие-то, может быть, историчные выгоды, у кого-то материальная стабильность, у кого-то еще что-нибудь, от того, что он находится вот в этом вот каком-то сообществе, коллективе, назовем это так. Но при этом вот эта карта тучи, это, скорее всего, повторюсь, как этот внутренний конфликт у него с самим собой в первую очередь. Он растет, он никуда не девается. Все-таки хочу понять, почему этот мужчина, тут как это он с завязанными глазками. Он своего рода как заложник какой-то, у кого-то образа жизни, в который он ведет. Это я уже тут сказала, если он тут в каком-то, не знаю, часть коллектива какого-то, да, часть, может быть, тянет на себе какое-то там дело, не знаю, бизнес, и как будто бы тут есть очень много нюансов, которые он даже не приемлет, может быть, пути разрешения каких-то конфликтов или достижения поставленных целей. Но он тут не один, повторюсь, как будто бы он всего лишь частичка этого механизма, составляющая часть. Он тут находится как в темнице со связанными глазами, и тут глазки завязаны. Знаете, такое ощущение, я не удивлюсь, если этого мужчины даже проблемы со зрением могут быть. Почему я так говорю? Что тут прям много карт, говорящих о том, что он бы хотел многие вещи не замечать, не видеть, не воспринимать, одевать вот эти вот повязку на глазки, я не вижу. И, допустим, я не вижу того, что ради какой-то своей мечты, вот к чему я тут стремлюсь, да, по белой вороне, я видела эту мечту вот такой, вот, может быть, где-то идеализированной, вот этот образ какой-то. Но мне, оказывается, для того, чтобы достичь этой мечты, мне нужно то ли приспосабливаться к этому обществу, сообществу, может быть, прибегать к помощи людей, которые рядом находятся. Может быть, опять-таки, как играть по их правилам. Тут очень много противоречий. Тут все совсем не так, как он мечтал в его жизни. Но вот от нахождения тут у тебя есть какие-то выгоды вторичные? Работа. То ли постоянная работа, то ли, опять-таки, перспективы. Может быть, в будущем он мечтает о том, что все-таки будет работа, та, которая, он там себе напридумывал. Каким-то образом вторичные выгоды, вот тут работа. Может быть, человек живет этой работой, знаете, как женат на работе. У кого-то так. Так, такая у меня картинка вышла. Так, вот такой мужчина у меня вышел. Но вы его выделяете из толпы. По белой вороне он для вас необычный. Так, давайте смотрим дальше. Насколько он счастлив без вас, да, этот мужчина? Карта ярость, карта свинью подложили. Мечтал об одной жизни, а получилось, эта карта считается подарочек, вот такой вот какой-то подарочек, а тут свинья, да. Человек мечтал о том, что все это будет, не знаю, насколько радужно или нет, но в принципе картинку какую-то рисовал. Вместо этого ему подложили свинью. Отчасти из-за этого он в ярости, отчасти из-за этого он тут бесится, сам попал в какие-то сети. Периодически, как будто бы в его жизни случаются тут какие-то моменты, но при этом цикл, вот как-то он по кругу как ходит он, повторюсь, и карнавал в масках, все люди в масках вокруг него, и ему самому приходится как играть по тем же правилам, также ходить в маске.
Вот его, его вот, ну, истинная, если можно такая сказать, сущность по белой вороне, вот инаковость, он ощущает все своей кожей. Я не такой, как они, но мне приходится в этой паутине быть, находиться, если я хочу достичь тут успеха или приблизиться типа а-ля какой-то цели. Ой, как-то так. Показано, счастлив ли он, да и нет тут счастья. Тут без вас, ну, если мы ставим так вопрос, то тут, повторюсь, ярость. Отчасти, может, даже и на вас ярость. Ну, потом тут дальше будем смотреть. Нет, вообще он не получил то, что хотел, запутался еще больше в каких-то своих сетях. По карте карнавал, еще раз скажу, маски, ему приходится скрывать свои какие-то желания и взаимодействовать с людьми. И постоянно он карта границы, ему приходится эти свои границы четко отстаивать. Рядом с кем? С этими людьми, которые в масках. То есть он мало кому тут верит вообще, как будто бы тут чуть ли не в каждом первом, втором видит чуть-чуть какой-то подвох, неискренность. Такой какой-то, у него чуть ли не такое нервное какое-то, тут что, истощение. Он как будто бы постоянно на чеку, боится вот что-то такое может произойти. Хотела спросить, агрессия, это о чем? Почему он агрессивный? Тут у меня карта дьявола, ну ладно, не буду его вытягивать. Почему агрессия? Ну, агрессия дьявола, это может быть нереализованная сексуальная, это энергия, это в принципе как будто бы нет, знаете, выхода этой энергии, поэтому он может подавлять в себе естественное желание там где-то кого-то послать в эротические дали, если он с этим человеком, допустим, там в бизнесе как-то, да, взаимодействует. Ему этот человек выгоден, но он не разделяет там методы, которым этот человек там достигает поставленных целей. Но при этом он может в один момент вспыхнуть, карта ярость, там, дома, там, если кто-то стакан не туда поставил, да, или плохо чашку помыл. Ну, я утрирую, но вы поняли. Не так на него кто-то взглянул. Может быть, как срываться на, ну, или близких, или в принципе на каких-то людях. Что в общественном транспорте, если он им иногда пользуется, на ногу ему кто-то наступил, он тут может вау. Так, о чем ярость его? Это он такой весь. Но, скорее всего, по справедливости тут ярость, это может быть, ну, если в семье, да, если законный брак у него там, вот в семье он может, но опять-таки болезнь. Видите, вдоль тела у женщины разлом. Это как женщина, тут в данном случае женщина изображена, теряет опору на саму себя. Повторюсь, он тут как теряет самого себя. Вот в этом карнавале, в этих каких-то отношениях, уж не знаю, там, выстроенных, рабочих, он как будто бы теряет самого себя. И поэтому ярость, она у него, как он подавляет, но оно в любой момент он может как вспыхнуть, как спичка. Тут такое. Приступы даже какой-то ярости, может быть, неконтролируемой. Так, собственно, недосказанность, да, что он так и не решился тебе сказать при расставании. Так, ваша карта, то есть радость, рука помощи, расчет. Это ваша карта. Карта женщины яркой, харизматичной, энергетически наполненной. Но вы помните, у вас и эта карта выходила, ну, ваша сигнификация. То есть вы можете быть и такой, и такой. Почему-то тут такой нюанс, он, скорее всего, мог как бы вам сказать, что ты сама по себе такая очень яркая, и продолжай такой быть. Веселой, оптимистичной. Может быть, мне не хотелось бы, чтобы ты вот пребывала в таком состоянии. Эта женщина, опять-таки, красивая, но у которой такое состояние, она устала, она замотана, замоталась по жизни, да, вот тут что-то такое. Может, мог человек даже вам сказать: верни радость в свою жизнь. Мне было приятно, если бы ты вернула радость в свою жизнь. Мне было бы классно, если бы ты
не пребывала в каком-то таком тут упадническое как состояние жертвы. Другими словами, наверное, мог бы вам этот человек сказать, что я был бы счастлив, если бы у тебя все было хорошо. С одной стороны, там можно так прочесть, девочки. Может, да, я притягиваю за уши, конечно. Ну или мог сказать, что я буду тебя помнить всегда вот такой вот наполненной, яркой, оптимисткой. Женщина, которая сама как батарейка, как солнышко, да, заряжает всех этой энергией. Оставайся такой подольше. В этом твоя самая главная фишка, да. Но отчасти тут есть такой, знаете, нюанс. Рядом с такой женщиной и мужчинам очень комфортно, они без зазрения берут эту энергию, да, при этом вы уже такая классная, то есть не нужно особо добиваться вас, не нужно там вкладывать какие-то усилия, прикладывать для того, чтобы получить эту энергию. Вы так эту энергию, может быть, щедро ему раздавали. Вот тут такое. Может он даже сказать, что ты была такой, а потом ты как изменилась, твое отношение ко мне, может быть, ты перестала быть такой. Ну, в ответ вы также можете сказать, но мне же тоже хотелось, чтобы ты ради меня хоть что-то предпринимал, хоть что-то делал, да, то есть какая-то, какой-то обмен энергией должен происходить, а не только потребительство, да. Ладно, что он не решился сказать при расставании? Рукопомощи и расчет. С одной стороны, он может, конечно, вам рассказать, что я всегда приду тебе на помощь, да, если тебе нужно. Но при этом тут какой-то нюанс, вот, девочки, есть. Самое главное, что он не решился вам сказать при расставании, что если на чашах весов было, с одной стороны, знаете, как-то то ли проявиться к вам, то ли открыть свою душу, да, может быть, вы очень нуждались именно в тот момент, в какой-то момент, чтобы он протянул вот эту руку помощи. Вам хотелось увидеть его какую-то реакцию на ваше состояние. Может быть, даже вы в открытую об этом не говорили, но вы очень нуждались, кстати, в этом, и он знает об этом. Но он тут в какой-то момент, он выбрал карторасчет монеты, то ли свой привычный образ жизни, то ли у кого-то, если он не свободен, уже налаженная там, и в том числе и материальная какая-то стабильность, успешный успех, там, ну, как заложник образа какого-то, и он в этом выбрал быть. И он говорит, это я такой. Ну, вот, может быть, вот это он не рискнул вам сказать, не рискнул признаться даже в этом, что да, я понимаю, что, может быть, я и должен был как-то тебе там, может, проявиться или сказать о том, насколько ты там ценна, важна для меня. Но я выбрал, тут скорее повторюсь, типа а-ля или зона комфорта, или же в принципе не рискнул. Не захотел ничем рисковать. Вот так вот, давайте так скажем. Он больше привык вас видеть такой, знаете, наполненной, яркой, радостной. В принципе, женщина в праздник такая вот, как будто бы, а что тебе еще надо? Ты же так вот цветешь и пахнешь, да, ну. А тут, может быть, когда вы как-то начали его подводить к тому, что мне бы хотелось от тебя каких-то действительно вложений, проявлений. Не обязательно это материальное, хотя почему бы и нет. Тут элементарное какое-то внимание, поддержка, какой-то звонок, интерес, искренние какие-то вот такие проявления, то, скорее всего, он ушел с головой тут в зарабатывание то ли денег, то ли карьера, бизнес, проекты. Вот такое, как будто бы он дал вам понять, что для него его вот эта вот жизнь размеренная, уже какая-то устойчивая, в том числе и материально устойчивая, она для него в приоритете важнее каких-либо, знаете, эмоций. Ну вот мне так. Вот он не решился это сказать вам. Хотя я думаю, вы и так все считали. Хотя многие до конца и не поняли. Мне такое ощущение, как будто вы действительно нуждались в его поддержке. По крайней мере, даже
Многим хотелось понять, кем я для тебя являюсь. Ну, как-то так. Так, за что он цепляется в твоем образе сейчас? Мгм. Дерево, сокрытие, пиропека, образ. Ну, давайте так, тут компас, дьявол и карта корабль, дерево. Ну, по дьяволу вы, понятно, для него привлекательны, сексуально привлекательны. Вот как будто бы именно вот тот какой-то компонент у вас есть, какая-то фишка, какая-то изюминка, которой ему, может быть, не хватать в других. Дело вообще не во внешности, дело, повторюсь, в этой какой-то энергетике, может быть, в том, что ваши какие-то там, у каждого из нас есть с юности, с детства какие-то, может быть, комплексы, может быть, паттерны эти поведения. Вот у вас тут наслоилось одно на второе, может быть, болезненно. Вот он реагирует на женщин, которые как-то похожи, проявляются как вы. Он как будто бы ищет, вот мне вот по этим картам, это компас, дьявол и ожидание. Он все ищет, может быть, в каких-то знакомых женщинах, новых, не новых, в принципе, как будто бы что-то похожее на вас, вот что-то с вами связанное. Вот мне такое идет. Вот, это какая-то как чертовщинка. Это может быть, как знаете, мне идет, ну, ведьма, ведьмочка, это понятно, но тут такое, знаете, как что такое, как озорное, что-то такое свободолюбивое, что-то, ваши какие-то такие проявления, которые, ну, абсолютно не в картину его, в картину видения вот женщин, они не совсем вписываются. Тут вы можете быть какой-то абсолютно проявляться, с одной стороны, противоречиво даже. При этом вы в этом органичны, это не притворство, не лукавство. То есть вы можете быть заботливой, доброй мамочкой какой-то, при этом можете там с мужчиной, который вам интересен, флиртовать и быть там суперовской любовницей, там искусительницей, дьяволицей. Одно второму абсолютно никак не противоречит. Вот тут какая-то такая вот многогранность ваша его цепляет. А опять-таки мне вот это вот идет, что даже карта дерева, тут скорее всего сокрытие, гиперопека. Давайте так, он может интересоваться еще вашим семейным положением и вашими взаимоотношениями в семье. Вот интересоваться скорее, как у вас налажен этот там семейный, может, не знаю, там быт, может, насколько вы счастливы, вот так вот. Это одно. И еще, может быть, если он тут не свободен, то он понимает, что ему вот как не хватает вас, и ему бы хотелось, может быть, знаете, он даже может тут как анализировать, вот чего именно ему не хватает во взаимоотношениях с, тут карта дерева, вот, не знаю, может, если это супруга или близкие люди, вот. При этом он это скрывает, понятно, но он об этом думает. Так, вот эту карту не совсем могу понять, гиперопека цепляется. А знаете, тут у кого-то еще такая реакция у него могла быть в свое время. Если вы там подвлюбились в этого человека, да, или вы проявлялись как-то в его сторону, он тут мог включать вот эти защитные механизмы, карта защита. Он мог в свое время скрыть того, что он прям испугался ваших каких-то проявлений. Он подумал, там, тут гиперопека, и он это мог считать, как, ну, что вы слишком как-то навязчиво пытаетесь там к нему проявиться. Он прям боялся, что дальше пойдет гиперконтроль, что дальше вы захотите его там приручить, дальше вы будете его контролировать, дальше он будет как подкаблучник. Он этого очень испугался. Вот. И сейчас ему просто интересно разобраться даже самому с собой, а как бы это на самом деле оно было. Потому что в тот момент вот у многих тут мужчина дал такую реакцию, защита, может быть, вообще на вытянутую ручку или вообще пропал на какое-то время. То есть где-то вашу вот искренность и желание с ним сблизиться он мог воспринять как будто бы нет, она хочет меня контролировать, это вся забота, защита, нафиг надо, нет, вот тут такой, у кого-то прям болезненный такой был опыт.
Ну вот мне сейчас вот такое идет. Ну, на первом месте тут компас дьявол. Как будто бы ищет ваш образ, ищет что-то похожее, может быть, на те эмоции, которые он с вами проживал, испытывал. Вот тут, может, что-то в ваших глазах, в вашем поведении, в вашем смехе, в вашем, не знаю, даже, ну, опять, какие-то ваши проявления. У кого-то это тембр голоса, у кого-то это вот даже улыбка, да, ну что-нибудь такое, вот, как будто бы какие-то нюансы такие, которые его цепляли в вас, он это ищет в других. Ну, мне так идет. Так, следующее мы смотрим. Нужно ли тебе как-то реагировать на его эти ментальные импульсы? Ух ты, карта сплетни. Мостик, озарение, одинокий волк, узел. Да и не вижу, что тут как-то вы нужно как-то реагировать. Вам вообще говорят, что скоро вам какие-то тут сплетни донесут по поводу этого мужчины, по поводу его, может быть, планов. И у вас как-то сложится еще картинка. Ну, картинка, скорее всего, сложится какая? По поводу него, что этот человек не особо счастлив, он, скорее всего, даже если он в семье там или у него там несколько этих любовниц, я утрирую, но вы поняли, он чувствует себя одиноким. И какой-то тут узел кармический, он с вами связан, завязан, но, скорее всего, этот мужчина должен сам его развязать. Нет, тут вы особо никак не должны реагировать. Просто вы должны для себя осознать, что человек чувствует себя неуютно, мягко говоря, несчастлив. И этому множество причин. И вы одна из этих причин. И, скорее всего, этот кармический узел, может быть, даже в этом воплощении вам не суждено развязать. Но это не ваша ответственность. Это не ваша, знаете как, это не ваши шаги. Нет. Ну, я уточню еще. Кармический узел. Скорее всего, человек, знаете, как отчасти сам мог отстраниться и так себя повести. Я не нуждаюсь там особо в тебе, в твоей помощи, поддержке, как одиночка. Хотя мог изначально так транслировать, что и заинтересованность вас мог транслировать, и даже перспективы какие-то вы могли считывать. Но это было. Так, все-таки нужно как-то реагировать. Кармический узел. Нет, вот лишний раз я спросила по поводу того, все-таки кармический узел, он завязан у вас с ним. Нужно ли как-то реагировать? Воздух, охлаждение? Нет, ни в коем случае. Нет. Скорее всего, успокаивайтесь, живите своей жизнью. Этот мужчина проявится. Но этот мужчина, не знаю, проявится или нет, у него разбито сердце, и это связано с вами. Вот. Не знаю, не буду говорить, что он тут проявится, так как какое-то время он еще будет пребывать точно в таком состоянии. Разбитые мечты, иллюзии, ожидания, разбитое сердце. Возможно, ему нужно в этом понаходиться еще какое-то время. Вот такой у меня сегодня, девочки, расклад. И люди из прошлого возвращаются, как правило, не за вами, а за тем состоянием, которое они чувствовали рядышком с вами. И психологически они пытаются достроить этот разрушенный мостик, да, пытаются вот эти мостики какие-то, вот мостики у нас. Потому что на данный момент их собственная жизнь без вашего какого-то света, она оказалась не такой яркой, не такой наполненной. Может, не хватает, повторюсь, вот именно чего-то того, что вы давали, дарили. Тот, кто не может оставить вас в покое, на самом деле он заперт в вашей значимости. Но ваша энергия принадлежит только вашему будущему. Только вам. Вы больше не должны быть лекарством для тех, кто не сумел вас оценить. Все, мои хорошие, удачи вам. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.